Приветствую вас сей чудесный вечер, мои дорогие наблюдатели. Уж не знаю, в каком промежутке своей жизни вы это смотрите, но я готова поставить на кон свою челюсть, что большая часть из вас уже столкнулась или столкнетесь с такой вещью, как школьная литература, она же литература на лето. Ага, даже после регулярного посещения этого места с 1 сентября до 31 мая, нагружаемый большим объемом заданий, что в классе, что дома, вам все равно выдавали список книг, которые вы обязаны прочесть на протяжении 92 суток. Везло только тем людям, для которых само чтение давалось легко, и они плюс-минус справлялись с необходимой нормой. А что же касается меня, тут все сложно. Перенесемся на несколько лет назад, когда я была маленьким полуразвитым эмбриончиком. Мое отношение к книгам было никакое. Каждый раз, когда мне пытались что-то прочесть, я проявляла максимальную незаинтересованность. И, насколько я помню, мама даже упоминала, что разговаривать я начала гораздо позже нормальных детей. Так что да, у этого все-таки были последствия. Но зато ходить я научилась раньше и абсолютно самостоятельно. В общем, моя книжная апатия спокойно себе существовала вплоть до 5 класса, когда нам в расписание добавили литературу. И да, в этот же год появился список на лето. Конечно, так как это был только 5 класс, нам не давали сложно-философские романы на 300 плюс страниц. Но это не сильно добавляло желания проникнуться всем этим литературным движем. Да и в любом случае в самом учебнике есть тот же материал, просто в ужатом виде. И все вопросы или задания чаще всего были про эти самые обрывки. Единственное, на что это может влиять, так это отношение учителя к вам и пару дополнительных баллов в оценку. Так что всем этим можно было заняться уже во время учебного года. Так что дело было не столько в школьной системе, сколько в одной конкретной женщине. И если вначале это были просто постоянные упоминания и слова, что это важно и облегчит мне жизнь, то потом это перешло в полноценные конфликты и ссоры. И по итогу все эти бесконечные скандалы, крики и попытки продавить в меня все эти произведения обратились в отвращение и натуральную ненависть. И все чаще и чаще у меня возникали мысли о том, что когда все это наконец закончится, я смогу собрать все, что накопилось за эти годы, и просто наблюдать за тем, как языки пламени окутывают страницу за страницей, пока от них не останется лишь горстка пепла. И не буду лукавить, эти мысли вызывали у меня абсолютное удовольствие. Но, к сожалению или к счастью, до этого руки так и не дошли. Сами понимаете, было как-то не до этого. Но, несмотря на всю эту подноготную, я могу подтвердить, что название этого видео не кликбейт, и за все 11 лет нашлось аж целых 5 книг, которые мне действительно нравились. И да, здесь могут быть спойлеры к сюжетным моментам, так что, если что-то из этого списка скоро будет в вашем расписании, или вы просто планировали его прочесть, то либо ставьте видео на паузу, либо смотрите на ваш страх и риск. Приступим! И первая у нас на очереди – «Альпийская баллада» от Василия Быкова. События книги происходят в самый разгар Второй мировой войны. Советский военнопленный Иван Терешко сбегает из концлагеря и по пути натыкается на такую же пленницу, итальянку по имени Джулия. За беглецами должна была начаться погоня, и Ивану не сильно хотелось тащиться с балластом. Но девушка все равно увязалась за ним. И теперь им двоим нужно перебраться через Альпы, дабы избежать смертной казни. И, признаюсь честно, поначалу я относилась к этой истории точно так же, как и к большей части всех романов в литературе, то есть как к скучной нудятине. Но где-то на середине появилась глава, которая изменила все. Внесу контекст. Герои уже прошли немалое расстояние. Начало резко темнеть и падать снег. В один момент они обнаружили неподалеку седловину, где можно было сделать перевал. И для этого нужно было спуститься. Но Джулия была уже просто без сил. Она села на камень и просто наотрез отказывалась идти. И несмотря на то, что Иван с самого начала не был рад ее присутствию, был достаточно холоден и, в лучшем случае, равнодушен к ней, он уже успел привыкнуть, что она всегда рядом. И поэтому он не мог так сразу взять и забить на нее.
Он и так и сяк пытался уговорить ее, кричал, запугивал немцами, давил на больное, дабы вызвать эмоции, лишь бы заставить ее двинуться. И когда она очередной раз ответила ему отказом, Иван сдался, забрал тужурку и отправился вниз. Но пройдя половину пути, его таки замучила совесть. И вернувшись, он закинул девушку себе на плечи, и теперь они уже вместе отправились к седловине. Это становится переломным моментом, после которого главные герои начинают ощущать друг другу нечто большее. И именно это и зацепило меня. Это был роман про постепенную влюбленность. Чтобы вы лучше поняли мой восторг, скажу по-другому. Я не люблю истории про любовь с первого взгляда. Ну то есть серьезно, живет себе какой-нибудь парень или девушка, натыкается на какую-то даму или парня, и все, готов жизнь ради нее отдать. И я не говорю, что в реале такого нет, но давайте будем честны. Насколько часто подобные парочки проводят досуг вместе вплоть до самой старости, и при этом все еще любят друг друга? Поэтому постепенная влюбленность видится мне самой настоящей. Герои проводят какое-то время вместе, познают особенности и изъяны друг друга. И к концу истории ты веришь, что они готовы на все ради друг друга. И, собственно, именно эта книга стала для меня первой школьной литературы, где была показана такая любовь, за что я и не забыла ее спустя столько лет. Ну а дальше у нас на очереди ТТБ, оно же Таемное товариство боягузів от Леси Ворониной. Уж не знаю, как у вас, но наш ассортимент книг на лето был достаточно однообразный. Если в зарубежке еще было что-то интересное, то здесь чисто сельская или городская повседневка или истории с 17-18 века про казаков. А в ТТБ тем временем тайная организация, противостояние жабоподобным инопланетянам, путешествие во времени на желтом запорожце. Как это может быть неинтересно? Но самое главное, что зацепило мое внимание, так это поп-культурные отсылочки. Вот сижу я себе спокойненько, почитываю очередную главу, и вижу прямое упоминание желтой субмарины Битлз. Типа, что? А так можно было? И если в фильмах и мультфильмах меня это не так удивляло, там и так каждый второй проект полон отсылок, то вот с книгами это был мой первый раз. Вообще, там были и другие поп-культурные штучки, но мне почему-то запомнилась только желтая субмарина. А дальше у нас по списку 15-летний капитан Жюль Верна. История вертится вокруг Дика Сэнда, который работает юнгой на шхуне Пилигрим, что занимается в свою очередь китобойней. В один день, в очередной раз выполняя свою работу, происходит несчастный случай, в процессе которого погибает весь основной экипаж. И теперь Дику нужно взять на себя роль капитана и ответственность за семью хозяина шхуны и 5 афроамериканцев. И вся эта кампания на протяжении всей книги пройдет через безумные, запутанные и опасные для жизни преграды. Знаете, мне в принципе нравятся истории про детей, которым приходится взрослеть раньше времени и сталкиваться с различными угрозами либо самим, либо вместе с такими же детьми. Из забавных фактов, именно из-за этой книги я впервые узнала, что если к компасу подложить какую-нибудь железку или магнит, то он собьется с курса. А в целом, воспоминания у меня связаны не столько с книгой, сколько с ее советской экранизацией. Эх, помню, будто это было вчера. Я только закончила книгу и положила ее в прихожую, дабы завтра вернуть в библиотеку. И вечером мама позвала меня на совместный просмотр «Капитана Пилигрима». И я была в тот момент как те самые фанаты первоисточников, которые готовы вопить даже при самых малейших изменениях в экранизации. Вот это было про меня. Ведь команда погибла не от кита. Афроамериканцев 3, а не 5. Негора какого-то фига хотят вручить статус капитана, хотя в книге ему никто не доверял. Дик не сам доходит, что остров неподалеку типа остров Пасхи, а через Негора. Бат и Актеон померли, хотя все 5 к концу истории остались живы. Местный король вообще не так помер. И самое главное, был вырезан пес Динго. И по сей причине смерть главного антагониста получилась другая. И это еще ладно. Я, пускай в душе недоумевая, но тем не менее сидела смирно. А вот окончательно меня выбили из колеи название островов. Внесу немного контекста. После финтов Негора с компасом, Дик предположил, что они находятся рядом с островом Пасхи. И только на середине книги раскрывается, что на самом деле это был Тристан да Кунья. А в фильме какого-то фига появился... И мыс Горн, который ты принял за остров Пасхи.
И тут я была не просто в недоумении, а в натуральном замешательстве. Я тут же вскочила с кровати, пулей полетела в прихожую, вернулась с книгой и прямо перед мамой начала листать ее, чтобы найти ту самую главу, где говорилось, что там было на самом деле. А мама тем временем ржала как конь от всего этого фарса. Да, мне настолько понравилась книга, что я запомнила название острова, который не играет огромной роли в сюжете и упоминается всего один раз. Так вот, что значит быть фанатом. Ладно, если говорить серьезно, фильм в принципе неплохой. Да, есть временами глупые и странные моменты, но если не думать об оригинале, то на один раз пойдет. Я даже готова фильму пару баллов дать за актера, что сыграл Негора. Да еще и озвучка от самого Джигарханяна, так это вообще песня. И тут я должна была рассказать еще про 2 книги. Но это видео и так выходит достаточно длинным. А я скорее получу инфаркт, чем сделаю это видео к сроку. Так что, если это видео соберет много актива, я возьмусь за 2-ю часть. А значит, мы еще увидимся. Проныра озорник, любитель книг, ловкач игрок.